Давай, знаешь, может быть, начнем с вопроса, Я сейчас найду ее комментарий. Да, она спрашивала, есть ли такая цивилизация Полары? есть ли такая цивилизация? Полары. Мгм. Ну, хорошо, да, похоже, ищу цивилизацию Полары. Где-то, ну, давай, может, туда и направимся, в цивилизацию Полары. Где это вообще есть такая? Нету. Где-то на окраинах. Но что-то с Южным полюсом мелькнуло, но я не совсем понимаю, или это Южный рукав. Ну, это в галактике. Мелькает что-то, может, это они проносятся, что ли. Голубоватые какие-то фигуры. По-моему, даже прибыли они ответить на твои вопросы. Они пришли через портал какой-то. Там группа какая-то. Ну, наверное, 7 существ. Какие-то голубоватые, прозрачные. Я сижу на каком-то кресле. У меня посох. Я там такой, как старец или кто я там. Они прибыли по моему приглашению, по твоему приглашению. Прояснить вопросы, которые уже Аленушка готова, видимо, озвучивать. Ну, давай начнем, посмотрим. Приветствую вас. Могли бы вы рассказать, где находится ваша цивилизация? Да, они тоже тебя приветствовали, они так ладошки приблизили друг к другу и поклонились. И я тоже так же. Это представители вот этой цивилизации. Это, по-моему, их Верховный Совет, жрецы какие-то. Они 6-го уровня. Это знаешь даже кто? Это представители цивилизации, которые в этих пространствах. Они как-то, знаешь, отвечать еще не успевают даже подумать, по-моему, там ответы какие-то летят. Так, откуда вы, да, как вопрос такой? Да, откуда? Южный сектор галактического кольца. На стыке созвездий, взаимопроникающих нескольких звездных путей, но мы связаны с полярной звездой, как вы называете. Это Поларис. Поларис — звезда формообразующая, самокорректирующаяся и корректирующая. Это ствольный канал, какая-то осевая линия, связывающая то ли с центром галактики. Но они не самой звезды. Это их дом, что ли, прародин. Их предки, вот они оттуда. Они расселялись. Ну вот как расы, например. Расы же тоже не отсюда. Ну да. Может, вопросики позадаю. Давай. А вас тут вспомнила девушка по имени Арея. Может быть, вам что-то известно о ней? Это наша соплеменница. Мы поддерживаем с ней связь, да. Мгм. А планета Айрида, вы могли бы рассказать, что это за планета, какое отношение имеете к ней? Ну, это одна из наших пограничных планет, вот в том звездном бассейне, где мы обитаем. Они на разных планетах. Там несколько звезд, там как коалиция, и у них нету там чего-то вот конкретно их. Но та планета, она как бы угловая какая-то, именно как форпост. На рубеже вот этой системы коалиционной, эта планета Арида, она связана со звездой какой-то, с созвездием. Там есть школы мастеров. Кстати, школы духовно-магического направления. Духовные практики тоже там. Там мощная школа. То есть, знаешь, как они держат вот этот рубеж, держали его долгое время, пока была постоянная угроза со стороны захватчиков, драконицев. И одновременно там вот еще и учились, ну и практиковались. И практикуются. Это одна из учениц. Она практику проходит на Терре. Дело в том, что она упомянула о колониальной войне, с которой были связаны ее воспоминания. Подскажите, пожалуйста, для чего она нам передала эту информацию? Они как-то так немножко пересмотрелись, они хотели выйти на связь, с Творцом. Так и поняла. Это как уникальная такая возможность через нее. Ну да. Вот для чего. Там сейчас на этой планете что-то открыли. То есть эта планета, она была какая-то закрытая. Благодаря вот положению немного прикрытому, которое обеспечивали некоторые магии, которые вот на этой планете находились. Там тоже артефакты какие-то интересные. Но сейчас она как бы выходит из вот этого полускрытого состояния. У них изменение курса направленности самой планеты, ее статуса, о том, как расширяется планета, выходит как из закулисья какого-то и включается в новые программы, там что-то с обновлением связано.
Там подготовка, короче, идет к чему-то. Там условия изменились общие вот в том секторе галактическом. И, соответственно, меняются немного и статусы, и правила игры. И они как включаются в какую-то активную жизнь. Вообще планета под покровительством полубожественной сути. То есть она помогала вот этой планете и всем, кто обитал, сохранять еще и этот независимый статус, крепость этой планеты. Она там и появлялась, кстати, нередко. Какие-то занятия проводил. Мгм. Ну, а что хотели бы они? С каким вопросом к тебе обратиться? Там не столько вопрос, сколько выражение безмерной благодарности и возможности, ну, как прикоснуться, что ли. И им нужен совет какой-то еще. Это лидеры вот этого сообщества, как уже сказал, там коалиция. Там несколько цивилизаций, вот они одни из. Там как-то стремительно меняются сейчас условия их существования и игры. Открываются новые возможности, перспективы большие, расширения. И в этой связи они хотели получить напутствие, задачи даже какие-то для них. Ну, вот на ближайшие несколько ионов. И они еще хотели бы поучаствовать тоже в тех процессах, которые проводятся мной и моими силами помощниками. В общем, какие-то большие сейчас события уже начинаются, и они хотели бы включиться, что ли, в большую игру. И в этой связи напутствия какие-то, это как программные какие-то вещи. Но я рад, да, тому, что они обращаются с подобным намерением. Говорю, что много предстоит работы. Работы хотят всем, много направлений. Для них уже, в принципе, там предопределены какие-то пути их становления и развития, но можно дополнительно, ну, как немножко усложнить им, еще более интересно сделать. Ну, у них и так будет там все, в принципе, довольно-таки насыщенно, но поскольку такое желание они проявили, да, им придут какие-то пояснения сверху. Ну, не сейчас от меня, а там же огромные вообще структуры эти все. Ну, там какие галактические центры. Ну, в общем, их обращение вот ко мне напрямую, оно, естественно, будет зафиксировано и учтено в сценариях будущих. То есть они не получат что-то прямое от меня, но в их событиях будут дополнительные какие-то внесены планы, что ли, задачи, которые позволят им более расширить спектр их прилагаемых усилий в решении тех задач, которые им предстоят. Ну, в контексте, конечно, общего событийного ряда в галактике в частности. То есть напрямую от меня сейчас не будет никаких рекомендаций таких вот конкретных. Хотя что-то им я дал, передал им. Да, я им что-то передал. Им нужно будет развернуть кристалл какой-то или структуру в их секторе, где скопление их звезд. Что-то доставить они могут, как посредники. Но это помимо того, что еще и впоследствии будет реализовываться с ними. Ну вот это даже сейчас что-то передал им. Это не им, это формообразующим вот этим звездам. Это какой-то как дар, святыня какая-то. Ну, это вот их сектору, где они пребывают. Там какой-то распаковывающийся, то ли кристалл какой-то, что-то усилие там у них там. Между их звездами там 7 звезд. То есть они должны будут просто передать для этих 7 сестер. Этот дар, артефакт поможет им что-то сделать. Там была нарушена какая-то связь или неустойчивая какая-то была позиция одна. Пошатнулась звезда, что ли, какая-то. Что-то такое. Понимаешь, там вот эта вот звезда, там понижение какое-то у нее произошло. То есть она в этой коалиции, вот в этом кругу, ну не то, что на волоске висела, но она сильно потеряла в связи со своими сестрами. Просела ниже немножко. Ну, это связано, опять же, с захватническими там, событиями. Это как бы ее даже как сестры, они такую заботу проявляли и проявили. И благодаря вот этому она включится. Ну, там не моментально это, наверное, вот я не знаю, там как по времени это, но быстро, я думаю, довольно-таки. То есть как восстановится круг, кольцо, потечет энергия полноценная. Это как из круга вот какое-то звено плохо работало. Ну, там считанные месяцы. Там будет какой-то переворот, но и потом настройка и восстановление связи. Когда это все будет восстановлено, они включатся, вернутся большие процессы уже. Ну, это как помощь. Да, это как помощь в восстановлении вот, собственно, связи вот этих 7 сестер, 7 звезд. Там же идет восстановление после того, что было. Это колониальные войны, там не только это.
Ну, в основном вот в тот период. Вот, и они как-то не могли, что ли, включиться полноценно в какие-то процессы из-за того, что там вот какая-то была небольшая проблема. Ну, как небольшая, там большая проблема, ну, для них конкретно. И вот им нужна была помощь. И разрешение вот этой ситуации. Ну, вот в чем была проблема. И вот они привлекли свою, ну, как родную душу, ну, не родную душу, ну, да, в принципе, там как родовые какие-то у них связи. И вот она была добровольцем. Она пошла на Терру, кстати, тоже вот с этой целью помочь восстановить былую проводимость связь вот этих звезд, сестер. Там много у нее, в принципе, как и у любой души, параллельных задач. Но это одна из них. Но это была такая у нее задача, как максимум, которая под вопросом была, получится или не получится. Вот она одна из учениц. Она участвовала, да, в «Звездных войнах». В нескольких боевых операциях противодействия оккупации и захвата. Но одной из них она даже пленена была, потом ее с группой ее соплеменников удалось как отбить. И ранена была. Потом она восстанавливалась тоже со своими соплеменниками на одной из планет вот уже этой коалиции. И потом она направилась тоже с группой своих друзей на ту планету. Ну, такая у нее активная жизнь. Вообще она с 7-го уровня, вот это вот ее суть повыше, которая. Там было какое-то понижение, они как-то включились в какие-то события, вот именно в период колониальных войн. Тоже какая-то группа добровольцев, что ли, помогать, они вызвались отстаивать рубежи вот этого пространства чистоты. Но вообще она такая, знаешь, ну, с характером, смелая душа, боевая. Ну, интересная судьба. Все это еще будет иметь, конечно, долгое продолжение, но в общем, ну как-то вот так. Я поздравляю и представителей этих 7 звезд, и ту девушку, Рею. Да, но они уже далеко, они уже там. Они в какой-то канал. Ну, и так тебя там где-то издалека уже слышали, да, они тебя тоже. Здорово, что есть такая возможность. Да, да, это важно для этих пространств, для всех цивилизаций. Там десятки, десятки, десятки цивилизаций, там до сотни даже цивилизаций. То есть созвездие — это же не одна звезда. В этом созвездии 7 звезд. И каждая звезда имеет вокруг себя еще и планеты. Да, и у планеты есть спутники тоже. Полары — одна из цивилизаций, которая вот обосновалась вот в этом созвездии. Потомки еще более древней цивилизации. А что это за созвездие? Ох, Хнасторов. Ну, вот первые 3 буквы Хна. Созвездие Хнастава. Хнастоны. Ну, давай так. Может, там разные какие-то звучания. Ну, здорово. Ну, девушка прошла практику на отлично. Молодец. Она, знаешь, она такая для них, ну, как героиня даже в каком-то смысле. Ну, не только для них, но вот для 7 вот этих звезд. Ну, не только для поларов. Для вот этого созвездия, для коалиции цивилизаций, которая расположена на этих планетах. Да, смогла найти канал, путь. Мгм. Здорово. Да, все кажется таким странновато несерьезным, да, фантазии какие-то у людей.